Прощайте. До свидания, Уоллес. Затяните их потуже, спускайте! Джентльмены, для меня большая честь играть с вами сегодня. Дай персину. Я рад сегодня с вами сниматься, Алексей Николаевич. И я с вами, Алексей Игоревич. Пройдемте. Алексей, а руль-то здесь? Ну куда? Сука. Ну давайте кружочек сделаем. Давайте. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. And I'm feeling good. Короче, если у вас будет желание изучать Японию чуть больше, чем гора Фудзияма и фильмы Такеши Муракаса, скорее всего, вы попадете на три важных пункта, как узнать Японию изнутри. Первое — это, конечно, аниме. Второе — это хентай. И третье — это просто АЕ-86. Да, на этих трех постулатах держится вся Япония. И когда вы будете разбираться, в первую очередь вы сотрете руки в кровь, так и не поняв, что такое хентай. Это база. А после того, как вы напишете АЕ-86, ваш монитор окрасится в белые, черные тона, все станет пандой, вы будете каждого бомжа называть Такуми. Ты куда ползешь? Я Удживара, Такуми. Будете возить тофу, не понимаешь, в чем вообще вкус этого прекраснейшего. Залупа. Ни хрена вы не разберетесь, блядь. Вот так вот. То есть ты Такеши Китано сейчас назвал Такеши Я забыл его как Марукама, блядь. Такеши Муракама. Ну ладно, не дуйся. И при этом вы будете также встречать кучу эпитетов, которые идут рядом. В чем смысл, чему легенда, где купить за 150. Нет ничего лучше классики. Именно поэтому я решил взять этот автомобиль и разобраться. Пускай он красного цвета, как цвета Абсурд-драйва. Пускай он менялся так же долго, как Абсурд-драйв. Но смысла в нем определенно больше, чем, как всегда, в непонятном Абсурд-драйве. Но он мне нравится. А мне кажется, вот с тем количеством электроники, которая у меня сейчас на хуе, он больше мне никогда не будет работать. То количество электроники, которое у тебя сейчас на хуе, это больше, чем во всей этой машине. Да, кстати. В этот раз я не хочу мучить вас историей о том, что раньше вот все машины были заднеприводные, потому что когда-то никто не знал, зачем нужно экономить на производстве. Все просто делали тачки заднеприводные и просто кайфовали. Но потом Пошел ты на! подумали, что передний привод это в принципе экономично для всех, для пользователей, для продавцов. И такие, давайте-ка быстро переобуемся и все модельные ряды всех автомобильных марок будем подсовывать, так сказать, под передний пидорасный привод. Но последний Toyota Man сказал:
Слушайте, мальчики, завязывайте с этой чапкой мутной. Передний привод, это же все-таки для мальчиков. А вы, мужчины честной судьбы, садитесь на задний привод, как Билли Харрингтон. Так что я вам скажу, передний привод поставят через 30 лет на какие-нибудь яркие машины. Ну, вот такие у меня друзья. Ебаные, собственно, как и я. Так или иначе, они просто взяли дешевую модель и добавили чуть-чуть спорта. Самую малость. Это самый простой рецепт успеха, который можно дать. Взять массовую машину и добавить чуть-чуть спорта. Здорово, бандиты. С Ладой Веста Спорт это, сука, нахуй не работает. Все понял. А, прикольно, позвянькивает. Позвянькивает, нарушаем, типа. Забавно, что он это не убрал за 12 лет. А в этом и прикол. Да, но только у нас уже не 16 клапанов, а 20. От переднего привода. Blacktop, motherfucker. Разве это не круто? Это только для гоночных машин. Ты хочешь, чтобы тебя посадили за решетку? Маслом пахнет. Хорошо. Короче, там сначала был Blue Top, Red Top, Black Top, Silver Top. И, короче, там долго идет модификация. От 114 силах они росли. Но это все очень просто, потому что нечему ломаться. А самое главное, что с завода были дросселя. А что это такое дросселя у нас? Дрочеля — это скорость. Шеф, что с вами? Да, есть небольшая, самая малая валость. Если поставить резинку на более узком профиле, прям как чтобы пиздец, то она будет просто ошеломительно рулиться. Да, что-то в меня авторевьюшник какой-то вселился. Будет рулиться, завали еба. Так вы и сказали. И я должен доложить людям самую важную информацию. Важнейшую информацию в их жизни. 95-й год. Токийские школьники гоняют в горах. Им нечего терять. Но вдруг внезапно на этой горе появляется Такуми, ебать его, в рот Фудживара, на белый Торено, в дальнейшем, которая превратилась в Труэн. Это аниме в первую очередь учит дружбе и не доверять девочкам, которые садятся в лупатый Мерседес. Уличным гонщикам не нужны девушки. Мы одинокие водители. А теперь я как папаша Бунта закурю сигарету и буду стоять курить и смотреть куда-то в течение 5 минут. И вот после такой очень важной и вводной инструкции нужно сказать, чем же отличается 85-ка от 86-й. Потому что за долгие годы моего страдания в Ютубе я видел разные версии, когда люди говорят, все дело в фарах, все дело в кузове, купе, хэтчбэк, в этом разница. А на самом деле это просто комплектация. Жирная и не жирная. 85-ка это обычный восьмиклоп, где ничего нет, только душа японской старой проститутки. Меня все заебало. Я хочу съебаться домой в Японию. 86-я это самая жирная, где у нас бывали жирные стабилизаторы и блокировка, задний дисковый тормоза, собственно мотор 16-клапный, куча плюшек, гидроусилитель руля. Тут на этом моменте Цареградцеву передаю привет в 7-летний видос, где он говорит, что это Жига. Восьмерка. И то, мне кажется, восьмерка с низкой панелью круче в салоне, чем АЕ-86. Я это ты это я, и никого не надо нам. Была даже особая версия для женщин, которая имела восьмиклапанный мотор, но на самом деле она была вся напичкана версиями, так сказать, уже от 86-й. Типа, зачем женщине, так сказать, быстро ездить? Фары! Немногие знают, но это оригинальный подстаканник. И он один. Да, охуительная история. Отец подошел к сыну и сказал ему: Такуми, если ты будешь ездить и прольешь хотя бы одну каплю воды, мразь, мурыга, ты больше никогда не сядешь за этот автомобиль. Я лично прослежу, пожалуйста. Кто же у них там был этот...
А я не ебу, кто там был император, потому что мне похуй. Я не планировал в 95-м году ехать в Японию. Ты же на тоге. Поэтому Такуми ее и не проливал, потому что знал, что получит пизд. Для полной, так сказать, полного воссоздания истории ты тоже получишь пизды, если прольешь хоть каплю. А прям жестко пизд. Зубы будут как тик-так вылетать. Блять. Также был еще рестайлинг, когда там менялись фонари. Но самое главное, что менялось, ребята, шлицы. Шлицы на приводах, то есть японцы поняли, что пацанчики будут на них дубасить и сделали, так сказать, запас прочности. И также одно из отличий — это сцепление. То есть на 85-ке обычный тросик, который выходит через такой аппендицит, который сейчас вы видите на экране, а на 86 гидравлическое. И поэтому, когда вы увидите на фестивале очередной автомобиль, или, например, вот этот, и покажете на вот эту штучку, скорее всего, вам разъебашут лицо. За что? Тойота или он? Пойду, вот знаешь, вот пойду в лес, ноги, пока ноги не сотрутся, не дам тебе ответ. И, к сожалению, есть такие моменты, когда ты тестируешь автомобиль, но он вроде хороший, он вроде культ, легенда. Помогите мне материально. Тебе не нравится, потому что он либо старый, либо усосанный, ну и вот это все. Тут я всегда подхожу скептически, понравится мне, будет ли у меня Такуми вместо яйца. Я не понимаю. Значит, ты меня уже доебал! Знаете что? Эта машина меня не разочаровала. Она реально прикольно едет. Конечно, надо отдать спасибо владельцу, который владеет ей 12 лет. И купил он ее как раз в Адыгее в 2012 году за 150 тысяч рублей. Ну, там только кузов, по сути, был. Она легкая, мощности хватает, поэтому все очень классно. Для Ивана Сергеевича Потанина купе весит 950 килограмм, хэтчбэк весит 97. Поэтому в дрифте используют больше купе. Хоть слепой едем, блядь! Красный 46. Я слышу, как у меня голос угарно пикует. Где-то я понимаю, что ты убьешь меня на монтаже, но мне так нравится, то, что я представляю, что я как в ралли чел ору. Причем тут как бы все почти сток, ну, естественно, стойки и все. Блокировка. И она просто заруливает, куда мне надо, из-за того, что гидроусилителя нет. На скорость руль-то нормальный, и все по-честному. Машина очень крутая. Мы с Лёх, когда садились, я понял, что я на канале Absurd Drive впервые лишился аешной девственности. Еще в далеком 18 году. Когда это было? Ладно, чуваки, Оливер... То мы там все стоим. Вы там, да? Да. Да, не пукайте. Мы не разобьемся, наверное. Наверное, не разобьемся. Честно, это не та аешка. Но на то я бы забоялся есть. Я тогда еще не ездил. А теперь я Midnight Racer. Член больше стал? Пиздец, мне кажется, у меня теперь 5. 5 сантиметров? Да. Хорош. Ну, 5-7, наверное, это приговор. Газ. Страшно? Страшно с тобой. Согласен. Мне тоже самому страшно. Кинь бы сейчас тут стоял стакан с водой. Он бы не пролился. Заплакал, блядь, кровью. Вообще, я как-то сидел и смотрел разбор 4 AGE. Не знаю, зачем я это делал. По сути своей, это тот же самый реально вазовский мотор. Просто японцы делали чуть больше каналов охлаждения и делали сам металл не из забора, блядь, дворового. И банок консервных. И все почему-то работало. А еще был кованый коленвал. А мне больше и не надо. У меня нет какого-то диссонанса, что вот, мне отсюда хочется выйти. Это все зависит, как всегда, от отношения к автомобилю. А когда человек, он же хозяин, любит его, хотя он говорит, перегорал. За 12 лет можно перегореть автомобиль. Получается, Лех, в этой машине что есть? Подход. Она была 85-ка, ее переделывали все это время. То есть самое же дорогое, что тут есть, это жестянка. Ну, как бы есть пластик, а есть Европа, откуда можно заказать было. Скорочку, пошел! Газ в пол! 6000 оборотов. 6,5, 7. Мы все идем.
F8! Мы как бы едем всего там 140-150. Ну, эмоции. Да, Пиздец. эмоции дает просто. Вот я всегда говорю, почему Honda веселая? Потому что там вроде бы едешь медленно, ничего не происходит, но весело. На УАЗе Патриот тоже едешь, ничего не происходит и не весело. Эта машина как будто писать письмо. Бумажная. Ты берешь бумагу, чувствуешь руками, пишешь, там запах чернил, хорошая ручка, дешевая, перо, гусиное, из жопы, из головы, откуда угодно. Свет поставить надо. Или есть просто электронка, ты напечатаешь, отправишь, там, она выполнит свои функции, и все будет то же самое. Просто тут одни ощущения, тут другие. И кому что больше нравится. Все. 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 Вот так это, блядь. Метафора. Метафора. Автокультуру поднимаем. Держимся. И все будет. Шоу пока еще продолжается. Пошла нахуй, просто, блядь, шабол наебала!